Для меня большая честь быть с вами сегодня на вручении дипломов одного из самых лучших университетов мира. Я не оканчивал институтов. Сегодня я хочу вам рассказать 3 истории из моей жизни. И все. Ничего грандиозного. Просто 3 истории. Первая история о соединении точек. Я бросил Рид-колледж после первых 6 месяцев обучения, но оставался там в качестве гостя еще около 18 месяцев, пока наконец не ушел. Почему же я бросил учебу? Все началось еще до моего рождения. Моя биологическая мать была молодой, незамужней аспиранткой и решила отдать меня на усыновление. Она настаивала на том, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием. Поэтому мне было суждено быть усыновленным юристом и его женой. Правда, за минуту до того, как я появился на свет, они решили, что хотят девочку. Поэтому им позвонили ночью и спросили. Неожиданно родился мальчик. Вы хотите его? Они сказали, конечно. Потом моя биологическая мать узнала, что моя приемная мать не выпускница колледжа, а мой отец никогда не был выпускником школы. Она отказалась подписать бумаги об усыновлении. И только несколько месяцев спустя все же уступила, когда мои родители пообещали ей, что я обязательно пойду в колледж. И 17 лет спустя я пошел. Но я наивно выбрал колледж, который был почти таким же дорогим, как и Стэнфорд. И все накопления моих родителей были потрачены на подготовку к нему. Через 6 месяцев я не видел смысла моего обучения. Я не знал, что я хочу делать в своей жизни, и не понимал, как колледж поможет мне это осознать. И вот я просто тратил деньги родителей, которые они копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и поверить, что все будет хорошо. Я был поначалу напуган, но оглядываясь сейчас назад, понимаю, что это было моим лучшим решением за всю жизнь. В ту минуту, когда я бросил колледж, я мог перестать говорить о том, что требуемые уроки мне не интересны, и посещать те, которые казались интересными. Не все было так романтично. У меня не было комнаты в общаге, поэтому я спал на полу в комнатах у друзей. Я сдавал бутылки колы по 5 центов, чтобы купить еду, и ходил за 7 миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. Мне он нравился, и многое из того, с чем я сталкивался, следуя своему любопытству и интуиции, оказалось позже бесценным. Вот вам пример. Рид-колледж всегда предлагал лучшие уроки по каллиграфии. По всему кампусу каждый постер, каждая метка были написаны каллиграфическим почерком от руки. Так как я отчислился и не брал обычных уроков, я записался на уроки по каллиграфии. Я узнал о разных отступах между комбинациями букв, о том, что делает прекрасную типографику прекрасной. Она была красивой, историчной, мастерски утонченной до такой степени, что наука это не смогла бы понять. Ничто из этого не казалось полезным для моей жизни. Но 10 лет спустя, когда мы разрабатывали первый Macintosh, все это пригодилось. И Mac стал первым компьютером с красивой типографикой. Если бы я не записался на тот курс колледжа, у Mac никогда бы не было несколько гарнитур и пропорциональных шрифтов. Если бы я не отчислился, я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии, и у компьютеров не было бы такой изумительной типографики, как сейчас. Конечно, нельзя было соединить все точки воедино тогда, когда я был в колледже, но через 10 лет все стало очень-очень ясно. Еще раз, вы не можете соединить точки, смотря вперед. Вы можете соединить точки, только оглядываясь в прошлое. Поэтому вам придется довериться тем точкам, которые вы как-нибудь свяжете в будущем. Вам придется на что-то положиться, на свой характер, судьбу, жизнь, карму, что угодно. Такой подход никогда не подводил меня, и он изменил мою жизнь. Моя вторая история о любви и потере. Мне повезло. Я нашел то, что я люблю по жизни делать довольно рано. ВОЗ и я основали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы усиленно трудились, и через 10 лет Apple выросла из 2 человек в гараже до 2-миллиардной компании с 4 тысячами работников. Мы выпустили наше самое лучшее создание – Macintosh. Мне только-только исполнилось 30, и потом меня уволили. Как вас могут уволить из компании, которую вы основали? По мере роста Apple мы нанимали талантливых людей, чтобы помогать мне управлять компанией, и в первые 5 лет все было хорошо. Но потом наше видение будущего стало расходиться, и мы в конечном счете поссорились. Совет директоров перешел на его сторону, поэтому в 30 лет я был уволен, причем публично. То, что было смыслом всей моей взрослой жизни, пропало. Я не знал, чего делать несколько месяцев. Я чувствовал, что я подвел прошлое поколение предпринимателей.
что я уронил эстафетную палочку, когда мне ее передавали. Я встречался с Дэвид Паккард и Боб Нойс и пытался извиниться за то, что он натворил. Это было публичным провалом, и я даже думал о том, чтобы убежать куда подальше. Но что-то медленно стало проясняться во мне. Я все еще любил то, что делал. Ход событий в Apple лишь слегка все изменил. Я был отвергнут, но я любил. И в конце концов я решил начать все сначала. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение с Apple было лучшим, что могло было произойти со мной. Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее уверенного в чем-либо. Я освободился и вошел в один из самых креативных периодов в своей жизни. В течение следующих 5 лет я основал компанию Next, другую компанию, названную Pixar, и влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой. Pixar создал самый первый компьютерный анимационный фильм «Той Story» и является теперь самой успешной анимационной студией в мире. В ходе поразительных событий Apple купила Next, и я вернулся в Apple. И технология, разработанная в Next, стала сердцем нынешнего возрождения Apple. А Лоурен и я стали замечательной семьей. Я уверен, что ничего из этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственная вещь, которая помогла мне продолжать дело, была то, что я любил свое дело. Вам надо найти то, что вы любите. И это также верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни, и единственный способ быть полностью довольным – делать то, что по-вашему является великим делом. И единственный способ делать великие дела – любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдете. И как любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь. Моя третья история про смерть. Когда мне было 17, я прочитал цитату. Что-то вроде этого. Если вы живете каждый день так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы. Цитата произвела на меня впечатление, и с тех пор, уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя, если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел ли я делать то, что собираюсь делать сегодня? И как только ответом было «нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Память о том, что я скоро умру, самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни. Потому что все остальное – чужое мнение. Вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала, все эти вещи падают перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый, у вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Около года назад мне поставили диагноз – рак. Мне пришел скан в 7:30 утра, и он ясно показывал опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, что этот тип рака неизлечим, и что мне осталось жить не больше 3-6 месяцев. Мой доктор посоветовал пойти домой и привести дела в порядок, что у врачей означает приготовиться к смерти. Это значит попытаться сказать своим детям то, что бы ты сказал за следующие 10 лет. Это значит убедиться в том, что все благополучно устроено, так, чтобы твоей семье было насколько можно легко. Это значит попрощаться. Я жил с этим диагнозом весь день. Позже вечером мне сделали биопсию, засунули в горло эндоскоп, пролезли через желудок и кишки, воткнули иголку в поджелудочную железу и взяли несколько клеток из опухоли. Я был в отключке, но моя жена, которая там была, сказала, что когда врачи посмотрели клетки под микроскопом, они стали кричать, потому что у меня оказалась очень редкая форма рака поджелудочной железы, которую можно вылечить операцией. Мне сделали операцию, и теперь со мной все в порядке. Смерть тогда подошла ко мне ближе всего, и, надеюсь, ближе всего на несколько следующих десятков лет. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем тогда, когда смерть была полезной, но чисто выдуманной концепцией. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть на небеса, не хотят умирать. И все равно, смерть – пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать ее. Так и должно быть. Потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Она причина перемен.
Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. Сейчас новое – это вы, но когда-то, не очень-то и долго осталось, вы станете старым, и вас очистят. Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Когда я был молод, я прочитал удивительную публикацию «Каталог всей Земли», которая была одной из Библий моего поколения. Ее написал парень по имени Стюарт Брент, живущий тут недалеко. Это было в конце 60-х, до персональных компьютеров и настольных издательств. Поэтому она была сделана с помощью пишущих машинок, ножниц и полароидов. Что-то вроде Google в бумажной форме. 35 лет до Google. Публикация была идеалистической и переполненной большими идеями. Стюарт и его команда сделали несколько выпусков и в конце концов издали финальный номер. Это было в середине 70-х, и я был вашего возраста. На последней странице обложки была фотография дороги ранним утром, типа той, на которой вы, может быть, ловили машины, если любили приключения. Под ней были такие слова: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Это было их прощальное послание. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. И я всегда желал себе этого. И теперь, когда вы заканчиваете институт и начинаете заново, я желаю этого вам. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Всем большое спасибо.